Вот в такой куче пупырки пришла машинка для стрижки. Вот она, в принципе, вот такая. Ну вот, что шло в комплекте. Вот такая вот инструкция, как что делать. Вот. Ее есть две модификации: с уровнем заряда показывает и просто с красной точечкой. У меня с уровнем заряда, то есть 96-го года. Это копии легендарных машин, в принципе, поэтому я ее и заказал. Итак, что входит сюда? Входят вот такие вот насадки. Это моя первая машина для стрижки. Будем пробовать, как это все работает. У них должны быть какие-то номера. Вот что-то 3 миллиметра, а номер 3 это 10 миллиметров. Вот здесь 13 миллиметров, здесь 6 миллиметров и здесь 3 миллиметра. Так, ну понятное дело, зарядник у нас идет на 5 вольт, 2 ампера. Не знаю, есть ли там 2 ампера. Ну и вот таких два переходника, естественно, под мою розетку. И такая щеточка. Ну и сама машинка, в принципе. Вот как она выглядит. Размер ее, чтобы было сразу понятно. Размер 19 сантиметров. Совсем. Основное ее преимущество это то, что она работает на аккумуляторах. Как я и говорил, это моя первая машинка. Как тут выставлены зубы. Смотрите. Вот. Есть вот такая вот регулировка. Вот, которая регулирует, весь блок ходит. Это точная копия Moser. То есть если со временем лезвия выйдут из строя или же они будут какими-то некачественные, то с легкостью сюда можно купить мозеровские лезвия, и у вас в итоге будет один в один Moser. Это переключение, включение и отключение самой машинки. Естественно, это Made in China. Кто-то говорил, что ее можно мыть, но на самом деле вы видите, что знак стоит «мыть нельзя». Модель 96-го года, Moser 1400. Вся она сделана из металла. Потому что мозеровские падают и бьются. Поэтому это было сделано из металла. Очень удобная штука. По крайней мере, пока так, что она как раз в руку подходит. Ну и в принципе, как она работает, какой звук издает, я думаю, вам будет интересно. Как она себя покажет в эксплуатации. Если с ней что-то будет не то, что-то она будет какие-то проблемы давать, я сниму отдельное видео. А сейчас я включу, секунду. Продолжаем. Нужно было выключить, хочется кушать. Если с ней что-то будет не то, с этой машинкой, я сниму обзор на эту машинку отдельный, если она сломается после нескольких моментов использования.
Так что если вы не видите видео о том, что снято какое-то дополнительное видео про эту машинку, соответственно, с ней все хорошо, она работает. Но по отзывам, которые есть, была куплена она на AliExpress. Ссылку на покупку такой машинки, это лимитированная серия, вы можете найти в описании под видео. Ну и, собственно, звук. Я затихаю, слушайте звук. Я подношу поближе. Как она стрижет, ну я не знаю, попробуем. Давайте тут на руке попробуем что-то состричь. Ну вот, стрижет, вот волосы, допустим. Вот так вот. Забыл сказать, что минимальная величина, которую эта машинка может стричь, она является 0,7, по-моему, миллиметра. Может, я что-то неправильно понял. Ну, минимальный зазор для стрижки получается. Ну вот, по крайней мере, стрижет. Я не знаю, сколько тут. Здесь миллиметра 2, наверное. У меня волос выстрела. В общем, будем пробовать, смотреть, что это такое. Один момент забыл сказать. Это то, что если вы хотите использовать совместно с блоком питания, то есть чтобы она была на проводе, то после того, как остается 1%, вы выключаете, или же 1% остался, вы должны дать зарядиться на 1%, потом выключив эту машинку, выключив, вы должны подключить ее к питанию, чтобы она начала заряжаться. Сейчас я попытаюсь подключить. Тут вот такой вот вот она начала заряжаться, показывает заряд. И используя с проводом совместно, после того как, если был 1% остался, подключили провод, и можно включать опять машинку, используя на проводе. Кому это важно? Я думаю, многим это может быть актуально и важно. Еще одну вещь. Для того, чтобы потом правильно выставлять ножи, а они тут неровно стоят, не просто открутить и прикрутить, а используя металлическую какую-то штуку, вы можете прочертить вот тут вот линию. Я уже вот прочертил, вы можете видеть, как выставлен нож, для того, чтобы в следующий раз выставить его правильно. Это такой лайфхак напоследок, чтобы ножи у вас стояли так, как надо.